Итак, друзья, новая неделя, новая локация. Сегодня мы в городе, где используют пластиковые деньги, где считается нормой есть собак, как бы ужасно это ни звучало, где вас никогда в жизни не пропустят на пешеходном переходе, а еще здесь придумали использовать яичный желток в кофе вместо молока. Итак, друзья, сегодня мы в Ханое. Давайте с ним знакомиться. Или все было грязно. Вау! Так, чек, проверка по связи. Сегодня мы с вами отправляемся в город Ханой, столицу Вьетнама. Вылетаем мы из аэропорта Гонконга и прямым рейсом через 2 часа добираемся до нашего пункта назначения. Но сначала немного общей информации о городе. Ханой в переводе с вьетнамского означает «город между рек». Это столица Вьетнама и второй по численности населения город. С 1902 по 1945 года Ханой являлся столицей французского Китая. О влиянии Франции мы поговорим чуть позже. Климат субэкваториальный, здесь прохладный сухой сезон с декабря по март, и с апреля по ноябрь характерен жаркий сезон дождей. Именно такая погода меня и ждала, когда я приехал в первый день. Но обо всем по порядку. Начнем мы наше сегодняшнее путешествие с того, как добраться из аэропорта. Обычно в своих видео я не освещаю дорогу из аэропорта, но в Ханое первое, про что хотелось бы сказать, это бесплатный трансфер в апартаменты из отеля, который предоставил Booking. И нет, ребята, это не реклама. Я не знаю всех тонкостей предоставления бесплатной услуги такси, но это доступно только в определенных городах, плюс бронирование должно соответствовать какой-то определенной сумме. Как это вообще происходит? Вы предоставляете информацию в приложении с указанием номера рейса и времени прилета. Далее вам через WhatsApp присылают данные машины и место встречи, где вас будет ждать водитель с табличкой. И вот, когда вы прилетаете, вы ходите к назначенному месту, и вы начинаете ждать. И еще немного ждать. Ну, еще немного ждать. Потом подбегает какой-то мужчина с табличкой, на которой написано ваше имя, в спешке забирает ваш чемодан и мчится к машине. Поездка вышла бесплатная, но на этом приключения только начинаются, друзья. Первое, с чем я сталкиваюсь, когда я подъезжаю, это ворота. Ворота, которые закрыты на кодовый замок от велосипеда. Я попадаю в апартаменты, и что я вижу, то полностью пошарпанная мебель. Все было грязно. Кухня, диваны, кровати, все полотенца. Кондиционер не работал. В ванну вообще было страшно заходить, и запах во всей квартире был такой, как будто там не жил никто на протяжении 10 лет, и просто осела пыль. Я сейчас прикреплю фотографии, чтобы вы увидели. Разумеется, первым делом я понимаю, что нужно искать новые апарты. Хожу отличный вариант, быстро его бронирую. По ценам на жилье здесь достаточно адекватные цены. Такие апартаменты, прикладываю фотографии. На 2 недели около 40 тысяч рублей. Для того, чтобы лучше понять Ханой, сначала кратко давайте пробежимся по истории. В 1882 году без объявления войны Франция захватила Ханой и отдельные районы в Северном Вьетнаме. 6 июня 1884 года был подписан договор о французском протекторате над Вьетнамом, означавший по сути превращение всей страны во французскую колонию. 2 сентября 1945 года Хошимин провозгласил Демократическую Республику Вьетнам на территории Северного Вьетнама. Потом вьетнамские коммунисты и французское правительство не смогли прийти к соглашению о территориях, что спровоцировало вооруженный конфликт в 1946 году. Тактика вьетнамской армии основывалась на трактате Сунь-Цзы «Искусство войны». Его Хошимин изучал на протяжении долгого времени и перевел с китайского языка на вьетнамский. Благодаря этому трактату руководители армии Вьетнама сумели сформировать грамотную стратегию, которая привела к победе. Хошимин скончался в 1969 году от сердечного приступа. Его тело было забальзамировано советскими учеными и позже перемещено в специально построенный для вьетнамского лидера мавзолей. Предлагаю начать наше знакомство с городом именно с этого исторического места.
Памятник Хошимину. Первое, с чем вы можете столкнуться, ребята, это майки сюда не пускают. Плюс они очень сильно смотрят на длину шорт. Обязательно, чтобы шорты были по колено, иначе вас не пустят. Я их чуть-чуть приспустил вниз, и они сказали: ну тогда можешь проходить. То есть, как лайфхак, если у вас придираются именно к шортам, то можете их чуть-чуть приспустить, и вы можете туда спокойно пройти. После этого я подошел на пункт досмотра, и мне уже не разрешили пройти ни со штативом, ни с селфи-палк. Ну, окей, просто будьте к этому готовы. Приду сюда уже в другой день. Так, ребят, следующий день, новая попытка пройти к мавзолею Хошимина. В этот раз я уже более подготовлен, переодел шорты, убрал свой штатив. По идее, сейчас абсолютно никаких трудностей не должно возникнуть. Здесь все строго со входом. Нельзя пройти тут. Нельзя жевать жвачку. Офицеры выглядят очень строго. Но не этот, который болтает с друзьями. И не эти, которые любуются природой. Да и пройдя чуть дальше, оказывается, что не так уж и строго. Местные вообще лежат между продуктовых палат. А теперь давайте поговорим про дорожное движение во Вьетнаме. Первое, на что обращает внимание человек, который приехал во Вьетнам, это, конечно же, огромное количество мопедов. И тут возникает следующий вопрос. А почему на улицах Вьетнама так мало машин в сравнении с мопедами? Дело в том, что во Вьетнаме очень большие налоги на покупку автомобиля. Если машина собрана во Вьетнаме, покупатель должен заплатить государству 60% стоимости. А если вьетнамец хочет приобрести импортный автомобиль, то он обязан нести в казну 100% стоимости. Но и после приобретения автомобиля расходы не заканчиваются. Первые 3 года владелец машины должен платить ежегодно 20% от стоимости транспортного средства, а в последующие 10-15%. Все это сделано для того, чтобы не было пробок на дороге, поскольку людей во Вьетнаме живет большое количество, а дорог относительно мало. Но небольшое количество автомобилей не спасает от хаоса на дороге, так как по дороге все передвигаются сразу во все стороны одновременно. Самое главное правило водителя во Вьетнаме — это никогда не пропускать пешеходов. Ребят, просто хочу вам сказать, что будьте готовы. Вас здесь в жизни не пропустят на дороге. Никогда. Ни при каких обстоятельствах этого не произойдет. Еще одна особенность Вьетнама — это люди, которые встают с восходом солнца, и в 6 утра уже все находятся на улице, большими или малыми группами занимаются зарядкой. Здесь вообще культ зарядки, ей занимаются в перерывах между работ, даже на пешеходном переходе. Как говорят, секрет долголетия местных — это постоянные упражнения и правильная еда. Каждое утро вьетнамцы съедают сытнейшую тарелку фобо, дополняя ее большим количеством зелени. Я, кстати, после поездки очень сильно подсел на этот суп, он невероятно вкусный и питательный. Ну а теперь предлагаю двигаться к визитной карточке Ханоя, улица с трамваем. По моему мнению, это самое увлекательное место со своей крутой атмосферой. Эта локация просто обязательна к посещению. В общем, абсолютно неуловимый поезд. Я сидел, ждал его на протяжении 2 часов. Есть примерное расписание в интернете, якобы которому он должен следовать. Я подошел, владельцев некоторых заведений поспрашивал, у них свое какое-то расписание. Совсем не соответствует расписанию, которое в интернете. И самое интересное, что в заведениях указано время, во сколько должен подъезжать поезд, и везде в скобочках написано maybe. То есть, может быть, 100% вероятности того, что он подъедет, естественно, нет. Итак, это вторая попытка поймать Hanoi Train. Пока, как вы можете наблюдать, во всем выпуске тенденция все делать со второй попытки. Надеюсь, эта тенденция не сохранится. В ближайшее время она поменяется. Сейчас дорогу перескочить, чтобы меня нахрен не сбили здесь. Тем временем, пока вторая попытка с трамваем также не удалась, времени, естественно, не теряем. Сейчас будем пробовать самый знаменитый вьетнамский кофе, это яичный кофе. Никогда в жизни, в принципе, кофе не пил, и вообще в целом не люблю кофе, но как будто здесь его стоит попробовать. Первое, что хочу отметить, консистенция. Он не жидкий, такой более густоватый. Это очень вкусно. Это на вкус примерно как тирамису. А теперь время небольшой легенды.
Самое любимое и почитаемое озеро вьетнамцами — Хуанг-Йем, также известное как озеро Возвращенного Меча. В 1400 году 200-тысячная китайская армия вторглась на территорию Дайвьета. Немногочисленные войска императора Хо Куили потерпели поражение в решающей битве. Захватчики подошли к Ханою, тогда Тханглонг, по пути уничтожая или увозя в Китай вьетнамские ценности. Только через 18 лет народ Вьетнама отважился на восстание. Его возглавил Лилой. Лилой — герой многих легенд. Самая популярная из них относится к освобождению Тханглонга. Перед решающей битвой юноша сидел на берегу озера, размышляя о военной стратегии. Из воды поднялась золотая черепаха с волшебным мечом Тхуангхьен на спине. Благодаря полученному оружию силы Лилоя и его соратников выросли многократно, что помогло одержать блестящую победу. Согласно легенде, в честь Великой Победы Лилой устроил праздник на озере, где жила черепаха. В синих и желтых лодках Лилой и его приближенные выплыли на середину озера, и вдруг перед носом лодки правителя появилась старая черепаха и сказала: «Тебе, Лилой, был послан меч, чтобы разгромить врага. Твой долг выполнен. Ты победил. Меч этот страшен только захватчикам, и теперь верни его мне». Меч описал над водой полукруг, черепаха схватила его в пасть и погрузилась в воду. Правитель Лилой назвал водоем озеро Возвращенного Меча. Сегодня же каждый желающий может посетить данное озеро, полюбоваться черепашьей башней, увидеть памятник Лилою, который располагается возле озера, а также за небольшую плату посетить музей. Где вы можете увидеть прямых потомков той самой золотой черепахи. Данный вид черепах называется Рафетус свайно. Это редкий вид черепах, которых на данный момент в мире осталось всего 6 штук. Во вьетнамской народной культуре черепах — одно из 4 священных животных, символ долголетия. Далее у нас с вами еще несколько особенностей города. Первое — это большое количество мусора на дорогах, абсолютно везде. Но вьетнамцы стараются весь этот мусор класть в пакетах возле дороги, поскольку потом их забирают. Но это не отменяет того факта, что в течение дня ты ходишь среди этих пакетов с мусором. Еще одна забавная особенность — это торговцы на велосипедах, у которых звуковое сопровождение, от которого вы будете просыпаться по утрам, а также слышать его днем и вечером. Далее я предлагаю нам отправиться в храм литературы. Итак, ребят, добро пожаловать в храм литературы. Но прежде чем мы туда с вами зайдем, естественно, нужно немножечко обновить образ, и нужно соответствовать месту, в которое мы заходим. Поэтому теперь можно сказать с полной уверенностью, что я готов заходить туда. Итак, помчали. Вход на территорию храма литературы обозначается огромными воротами с надписью, гласящей, что путники должны оставить своих коней и войти в храм пешком. Храм литературы был построен в XI веке в честь Конфуция, и почти сразу же здесь было образовано учебное заведение для принцев и детей мандаринов, где их обучали конфуцианству по каноническим книгам. Именно поэтому храм литературы принято считать первым университетом Вьетнама. Внешне храм представляет собой множество пагод, соединенных аллеями парковой зоны. Он разделен на 5 так называемых двориков, в каждом из которых есть свои главные и боковые тропинки для императора, членов его семьи и подданных и слуг. В первых 2 дворах находятся лотосовые пруды и священные деревья баньян. В 3-м дворе в центре расположен большой пруд, по сторонам которого находятся плиты с записями имен студентов, сдавших экзамен. 4-й двор называется двором мудрецов. В 5-м дворе находится здание училища с классами и спальнями для учеников. Переход из первого дворика к последнему 5-му символизирует процесс конфуцианского посвящения и путь ученого человека. Архитектура храма напоминает храм Конфуция в его родном городе Цюйфу. За прошедшие столетия все это, конечно, не раз перестраивалось и восстанавливалось, а многое было безвозвратно утрачено. Но в общем и целом храм литературы сохранил свой облик. Его, кстати, можно увидеть на купюре в 100 тысяч донг. А главное, храм сохранил свой дух. В наши дни здесь, как и прежде, вручают дипломы выпускникам, а студенты стараются заглянуть сюда перед очередным экзаменом и потрогать голову каменной черепахи на удачу. Да, я не ел, не спал, меня немного поташнивает от того, что я элементарно даже не пил воды, но, ребят, не в этом ли чудеса путешествия, что вы просто можете даже самые базовые потребности свои откладывать, потому что вы настолько увлечены делом? Не это ли показатель того, насколько вам нравится то, чем вы занимаетесь? Не это ли ради чего стоит как раз жить? Опять же, та самая мысль, которая прослеживается из ролика в ролик, и которую я повторяю и буду повторять постоянно. Ребят, путешествуйте. Никогда не забывайте про путешествия. Они вас наполняют. Чуть-чуть пошумели. Это просто невероятный экспириенс.
Постоянно новые места, опять бегут мурашки. Это супер. Вход на человека сюда стоит 70 тысяч донгов, что в переводе на рубли около